Первая тема это моя война с системой, как я продолжаю воевать с медициной. Вторая тема это я еду в Алма-Ату. И третья тема меня отымели как хотели, как пацана, блин, какого-то лысого. Ужасно, короче, друзья. Всем привет, добро пожаловать на мой канал. С кем мы еще не знакомы, меня зовут Алексей. И да, сегодня настало время поговорить. А не поговорить ли нам? Конечно, поговорить. Очень хочется излить вам душу и послушать ваши комментарии, кто что насчет этого думает. Так, друзья, сегодня будем кушать с вами домашние помидоры. Вот так вот они, чуть соус не вылился. Вы знаете, поперли домашние помидоры уже давно. Клубничку помните? Сегодня домашние помидоры. В общем, сегодня домашние помидоры. Я их уже предварительно нарезал. Вы знаете, люблю еще очистить кожуру с помидор, чтобы просто вот мякоть, прям так мякоть кушаешь и прям облизываешься. Вот, приправил это все дело я соевым соусом, подсолнечным маслом и добавил немножечко чеснока. Друзья, за уши не оттащишь, какое-то блюдо вкусное. Я вот так вот люблю иногда перед телевизором сесть. Слушайте, собрался про операцию говорить, а здесь смотрите, у помидора титька, сиська. Я же как раз буду рассказывать про свои сиськи, господи боже мой. Так, ну и хлебушек, весь тут соус, который нужно просто смакивать и этот смак кушать. Вы знаете, я еще, наверное, чуть-чуть поперчу, хотя я этого не делал. Нет, зря это делают, очень зря, это естественная красота, естественные помидоры, не нужно было этого делать. Ну что, друзья, давайте начнем. Начнем с того, что в начале этого лета я рассказывал тоже в каком-то видео, я вам говорил то, что я написал жалобу на больницу и непосредственно на врача-хирурга, который мне проводил уже третью, блядь, операцию. И снова непонятно, о чем речь. Я написал жалобу в департамент комитета надзора, короче, там что-то по медицинским, фармацевтическим контролям. Вот. Мне сначала сказали: Алексей Геннадьевич, так как у нас сейчас нету независимых сотрудников, вашу жалобу вообще по закону мы должны рассматривать в течение 30 дней. Но так как у нас нету вот этих независимых сотрудников, вашу жалобу мы будем рассматривать 2 месяца. Я говорю: окей, давайте. Мне в любом случае что-то делать надо, потому что предстоит уже 4-я операция. И, слушайте, ну правда, плакать охота, но вот на ровном месте. 4-я операция, ну кто бы мог подумать, что я... Может, меня вообще убьют нахер? Не знаю я. Ой... Ну, в общем, ладно, я написал жалобу 31 мая в 9 утра. Где-то уже, знаете, с копейками зарегистрировали, все официально. Мне пришли смски от ЕГОВ, что поступило от вас обращение, там, тыры-пыры-пырым. Ну что, я сел, сложил ручки и, в принципе, благополучно начал дальше соображать, что же мне дальше делать. Через 2 месяца мне приходит уведомление, что... нет, мне сначала приходит уведомление о том, что ваша жалоба... Господи, мы кушать-то будем с вами или нет? Давайте кушать тоже, а. О боже. Боже. Лида, боже. Какая же это вкуснотища. Кто не пробовал, вы многое в жизни потеряли. Обязательно попробуйте. Но только с домашними помидорами. Категорически запрещаю, не пробуйте с магазинными помидорами. Нет у вас своего огорода, купите у бабушки на рынке домашние помидоры. Вот эти вот, знаете, которые мяснистые. Вот такие вот большие. Чтобы где-то вот такой вот он большой был, мяснистый. Вот такие вот, я не знаю, они не подходят для этого блюда. А вот такие вот мяснистые, большие, бычье сердце, там я не знаю, как они называются. Ну, в общем, друзья, мне приходит уведомление, что ваша жалоба
ваше рассмотрение продлевается еще на месяц в связи с внеплановой проверкой. Я подрастроился, думаю, блин, ну как так-то? Ну, я уже, знаете, я уже не это. У меня разговор короткий. Я пишу в прокуратуру. Прокуратура у нас это надзорный орган, который должна как раз-то и проверять их работу, как они ее исполняют. Я написал в прокуратуру в тот же день, когда пришло уведомление. Тоже все официально, пришло письмо, что ваше обращение принято на рассмотрение, ждите ответ. Через неделю, друзья, через неделю мне звонит департамент, мой любимый уже стал департамент, и говорит: Алексей Геннадьевич, мы рассмотрели вашу жалобу, и у вас все хорошо со здоровьем. То есть тут у меня титьки нету, она есть. Тут у вас гинекомастия, ее нету. У вас все хорошо. Просто УЗИ, которое вам делали на вот этой титьке, показала послеоперационный рубец. Пиздец, друзья. Я сразу задал вопрос. Ну, то есть, вот эти два УЗИста и мамолог, врач, то есть 3 врача, которые мне ставят диагноз гинекомастия, они хрен и маленько. Ну, знаете, я сейчас злой. Я сейчас настолько злой. Меня так разозлили. Мне так обидно за свое государство. Мне так обидно за нашу медицину, за наших людей. Ведь на их месте мог быть их сын. Неужели они не боятся? Неужели они не боятся Всевышнего, а? Ну зачем? Ну, блядь, у меня нет титьки, у меня дырка, блядь, была. Нет, у вас все хорошо. Хорошо. Ой, знаете, вот честно, плакать хотелось, но я знал, на что шел, то, что это система. И я так понял, что, скорее всего, друзья, я никому ничего не докажу. Даже они будут смотреть на фотографию моей изуродованной груди и будут видеть там целую грудь. Я не удивлюсь. Вот честное слово, я не удивлюсь. Радует хоть, что помидоры вкусные. Помидоры безумно вкусные. У меня такая маленькая салфетка, рулон. Я еще с утра побрился. И вот у меня еще немножечко жара стоит, просто невозможная жара. Не то, что жара, а духота. Я еще немножечко после того, как поброился, у меня еще немножечко потеет кожа. Вот. Друзья, ну что, пришло уведомление, все хорошо. Но видите, мы люди маленькие, мы люди неграмотные в этом плане, я не знаю законов. Они там сослались на то, что УЗИ я сделал слишком рано. Ну, то есть через месяц после операции УЗИ делать не то, что нельзя, а то, что действительно после операции там может быть просто послеоперационный рубец. Ну, ладно, хорошо. Они написали, что УЗИ надо делать через 6 месяцев после операции, обязательно в присутствии лечащего хирурга. Друзья, вы слышите? Я впервые услышал, что на УЗИ должен присутствовать обязательно хирург. Вот так вот. Оказывается, теперь вот так вот. Не дай бог, Алексей Геннадьевич, вы купили у себе вот этот анализ. То есть я себе приписал болячку. Очень неприятную болячку, которая может привести, сука, к раку груди. Я ее себе приписал. И чтобы я ее не приписал, надо под конвоем мне теперь делать УЗИ. Хорошо, ребята. Мы сделаем это УЗИ. Осталось 2 месяца. Меня операцию сделали в марте. Через полгода, это у нас что? Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. В конце сентября я иду в больницу и делаю уже, не знаю, 70-й УЗИ. Я уже стал УЗИстом уже скоро точно.
Короче, знаете, я сам себе уже операцию могу сделать, потому что я посмотрел в интернете, как делается операция. Я уже УЗИ умею делать. Ой, конечно, я все смеюсь, это, конечно, все не смешно. Вот. Я позвонил в департамент, сказал: ребята, но вы в своем уме? У них короткий ответ, что хирург дело чести, он хороший человек. Вам, ну, короче, знаете, вкратце мне сказали: идите в больницу, идите туда в больницу, и вам все объяснят. Но волшебное слово они сказали: никуда не ходите, не надо больше никуда ходить. Не надо никуда жаловаться. Вы сходите в больницу, вам все объяснят. Что, блядь, сука, они мне объяснят? Ну что? Они операцию за операцией делают косяк. Алексей Геннадьевич, я вас прекрасно понимаю, но у нас был независимый эксперт. Вы что думаете, что мы все придумали? И вы думаете, я придумал? Ваш независимый эксперт хотя бы титьку мою посмотрел бы, пощупал? Нет. Независимый эксперт ни хера меня даже не видела и знать не знает. Она только упиралась на бумаги, на которых действительно у меня все хорошо. Операция произведена, все удалено, я жив и здоров, и на этом спасибо. Короче, друзья, я пошел к адвокату. Я сказал, что мне нужна юридическая помощь. Мне критически уже нужна юридическая помощь. Узнал все ее расценки. Я ей сказал. Она мою историю знает. Я в прошлом году обращался, когда с дыркой ходил. И в этот раз тоже пришел, она говорит: ну, Алексей, говорит, если вам верить, если вы всю правду говорите, то я глубоко удивлена, почему департамент так поступил. Ну и сказала, что возможно, там или родственники, ну или друзья. Короче, хочу сказать, что прикрывают, друзья, прикрывают друг друга, как обычно. Я ничего против этого не имею. Мы все люди, возможно, я, может быть, в этой жизненной ситуации бы оказался, тоже бы попросил, может быть, помощи. Но знаете, обидно что? Обидно то, что когда у меня случилась беда, это было очень давно, я еще не вел канал YouTube, я обязательно бы вам рассказал. Если вы напишите в комментарии, что вам интересно, я обязательно вам расскажу эту историю. У меня была проблема с налоговой, и мне светило около 2 миллионов тенге штраф. Я света белого не видел, пытался решить эту проблему. И я что хочу сказать? Проблема решена. Проблема решена, но проблема в том, что если я накосячил, то государство бежит быстрее меня штрафовать, садить, наказывать, дрючить, да? А когда они виноваты, они друг друга прикрывают. Это ненормально, так не должно быть. Я напоминаю, у вас у всех есть дети. Если вдруг чисто случайно мой канал кто-то смотрит, пожалуйста, услышьте меня. Нельзя так относиться к людям. Да, я жив-здоров. Да, это не такая там супер-пупер операция. Но тем не менее, я же человек, и я же плачу налоги. Я все делаю законопослушно. Почему так со мной поступают? В общем, друзья, мы с адвокатом, ну, вернее, адвокат, естественно, в первую очередь, посоветовала дождаться полгода после операции и пойти на этот осмотр послеоперационный через полгода и сделать опять снимки УЗИ, чтобы посмотреть. Если вам требуется операция, то, конечно, тогда мы будем писать снова в департамент о том, что была произведена операция, и сейчас требуется вновь операция, на каком основании она была произведена неправильно. И если уже тут департамент отмажется, хотя не должен, тогда будем писать уже выше. Ну, то есть, как мне объяснила адвокат, на данном этапе, ну, якобы я доказать ничего не смогу. Даже со своей раненой титькой я ничего доказать не смогу. Это печально. В такой стране
в такое время мы живем, что мы нахер никому не нужны. Поэтому за свои права, за свое здоровье отвечать мы должны сами. То есть за свои права мы должны заступаться сами. Никто нам не поможет. Но для этого есть адвокаты. Адвокат мне посоветовала написать, запросить акт проверочных работ. Я не знаю, что это такое. Она сказала, вот это письмо, которое вам дали, это ответ. А еще есть акт проверочных работ. Там все подробно расписано. Запросите, и мы посмотрим, что же они там делали. Я отправил запрос. И мне пришло, мне позвонили с департамента, сказали: Алексей Геннадьевич, то, что вы просите, мы вам не обязаны предоставлять. Я им говорю: хорошо, вы мне письменно напишите, что вы не обязаны. Я дам адвокату, а вы уже потом сами разбирайтесь, кто прав, кто не виноват. Вы меня задрали уже, достали вы меня. Они не виноваты, они не обязаны. Знаете что? Вот этот акт проверочных работ мы предоставили в больницу, которая вам сделала некачественную операцию для сэкономления и исправления своих ошибок. А вы нахер никто, и звать вас никак. Вам мы его не обязаны предоставлять. Я пнул свой штатив. Я позвонил адвокату, она сказала: цембруля, я в отпуске. Поэтому сейчас эта история пока продолжается, друзья. Честно сказать, я устал. У меня уже все говорят, я бы сдалась, я бы сдался. Но ты держись, ты молодец, конечно. Иди до конца, раз решил. Конечно, пойду до конца. Это мое здоровье. Если там эта болячка сидит, то ее надо удалять. Поэтому я сейчас молю всех богов, какие только есть на этом белом свете, чтобы действительно это УЗИ показало, что у меня все хорошо, мне все удалили как положено. Я не буду извиняться перед этим врачом, потому что перед ним все равно есть вина. У меня титька изуродована, у меня полсоска нету, полареолы нету, я хожу с дефектом, поэтому я перед ним извиняться не буду, я ему ничего не должен. Ну дай бог, чтобы это было так. Но если все-таки сейчас, через 2 месяца УЗИ покажет, что у меня гинекомастия, блять, я если никому ничего не докажу, но я так заставлю их, блядь, помучиться. Я так заставлю их помучиться, как мучаюсь я уже год. Поверьте мне. Как говорится, не это, так насру, да? Ну вот, в общем, и я. Но нет, не подумайте, я не такой человек. Но просто, в такой ситуации ходить с такой заразой, и тебе говорят, что у тебя ее нету, это уже, не знаю, это уже... Это уже пиздец. Ну, я еду в Алма-Ату. Это я вам не буду говорить. В голову пришла поговорка такая смешная. Я еду в Алма-Ату за товаром. Надо везти к школе товар. Одежду, друзья. Не косметику. Косметика мне сама с Алма-Аты едет. Вот, мне в магазин, в мужской, надо везти уже, надо самому ехать за товаром, потому что, когда заказываешь, в общем, надо ехать самому, потому что и поставщики там меняются, и выбирать товар. И плюс ко всему этому я еще расширяюсь, я еще открываю отдельчик с шапками, перчатками, в общем, с головными уборами и перчатками. Не знаю, что-то вот мне захотелось, думаю, дай-ка попробую. Вот. Тем более появился спрос после того, как открыл мужской отдел. У меня появился спрос на головные уборы. В общем, поеду, посмотрю. Может, еще нижнее белье туда же прихвачу. А почему бы и нет? В общем, друзья, вот еду в Алма-Ату уже, наверное, уже в поезде, пока это видео выйдет. Вот, поэтому по опыту прошлого года навряд ли у меня получится сделать какие-то зарисовочки в Алма-Ате, но я обещаю, что все-таки, если получится, я сделаю какие-то зарисовочки, расскажу, покажу. В общем, поделюсь с вами этой поездкой.
Но это вот буквально самая короткая информация в этом видео. И следующее, что я хотел с вами поделиться, это как меня отымели. Меня отымели как пацана, какого-то вот 15-летнего пацана. Вот, вот как, вот как только могли, блин, так и отымели, блядь. В общем, у меня появилась клиентка. Я буду очень счастлив, если она увидит это видео здесь по ютубу. Потому что здесь вроде бы как претензий нету. Ни фамилии, ни имен не звучит. А когда мы вживую стоим, я уже как продавец не имею права ей сказать какие-то оскорбительные слова. Друзья, в общем, появилась у меня клиентка, которая обожает аромат Today. Я вам уже, по-моему, где-то говорил когда-то, что и мне писали, то, что Today есть российского производства, есть польского производства, и у них запахи абсолютно разные. И вот эта клиентка, я не буду говорить прошлую историю, давайте сразу эту, потому что чтобы видео не растягивать. В общем, она пришла и попросила у меня Today. У меня был открытый Today, я ее сразу узнал, я ей подаю этот открытый Today, чтобы, ну, понюхать, наверное, чтобы для начала. Она, знаете, сразу с таким настроем: что вы мне даете открытый, вы мне закрытый дайте. Я говорю, ну, вы же все равно будете... Ну, а как? То есть она берет закрытый аромат, открывает, брызгает, потом говорит, это не так пахнет. Открывает еще один аромат, брызгает, говорит, это не так пахнет. Если у тебя 10 ароматов, она все 10 откроет. Это вот дело принципа. Она клиентка не ебет, она права. Я ей говорю, женщина, говорю, да они одинаковые, это одна поставка. Что ты мне будешь говорить? Я люблю этот аромат, я знаю, как он звучит. Это не так звучит. И открывает следующий аромат, 4. Вот так он должен пахнуть. Я говорю, так это 2 одинаковых аромата. Я понял, что это бесполезно, это женщина-дьявол, это женщина-крыса. Но я не знаю, как ее еще назвать. Она меня убила. Я открытый аромат брать не буду. Я говорю, женщина, да я вас не заставляю открытый аромат брать. Он у вас уже, блядь, наполовину нету его. Я говорю, женщина, вы взрослый человек, какая половина, вы посмотрите. Ну там, да, возможно, 1 пшик я сделал, может 2 пшика. Но не весь же аромат. Ой, она мне, знаете, она минут 10 меня кровь пила. Я на вас буду жаловаться. Вы вообще не имеете права этим заниматься. Ой. Что-то, знаете, мне про титьку интереснее было рассказывать. Я не так напрягался. Ну, в общем, просто... Я ей сказал, говорю, слушайте, женщина. Ну, она как женщина, блядь. Она, ну, может, на 5 лет меня старше. Сестра, блядь, ты, алло, гараж, мне не 15 лет, ты что мне тут имеешь, блядь, как пацана? Я по-другому, я не знаю, как сказать-то. Да, я выгляжу так хорошо. И что теперь меня надо, блядь, унижать? Почему у нас считается, что клиент всегда прав? Я себя так не веду. Я себя так не веду. Если мне в магазине что-то не понравилось, продавец мне не понравился. Может быть, у нее жизненная ситуация сейчас какая-то, она устала, я не знаю. Может быть, у нее дни, ну, очень критические. Я просто в этот магазин не пойду. Сейчас очень много магазинов, где можно... Я кушать буду сегодня или нет? Сейчас очень большая конкуренция. А в нашей сфере Avon найти нового представителя и там мозги ковырять легко. Я не единственный в Казахстане. Знаете, что хочу сказать? Очень радует, что таких людей очень мало. Ну, они, знаете, они, наверное, нужны. Меня только сейчас осенило,
Когда Бог создавал нас, Он же всяких создал тварей, да? Змеи. Вот мы не любим змей, а они же ползают, от них никуда не деться, они выполняют свою функцию. Поэтому и люди такие должны быть на этой земле. Должны быть такие хорошие, как Алексей Геннадьевич, а должны быть такие змеи, как, ну, вот эта клиентка. И знаете, что в самом конце? Она купила аромат. Она открыла 4-й аромат, и она его купила. Я ей сказал, говорю, а вот эти 3 аромата мне куда девать? То есть в следующий раз вы придете, вы их уже не будете нюхать. Они же открытые. Вам же закрытый нужен. Она заулыбалась, засмеялась. Я думаю, что мы с вами сработаемся. Нет, сука, не сработаемся. Я в следующий раз, когда тебя увижу, я буду тебе только вот эти открытые ароматы и предлагать. Почему мы все это... Почему мы все такие злые? Я не знаю. Хорошо там, где нас нет. Вы знаете, почему я люблю город Алма-Ата? Потому что, мне кажется, там люди добрее. Вот там едешь на такси, и они тебя... Они, знаешь, они готовы тебя на руках в такси занести, из такси вы... Господи, какие там люди, а? У нас сядешь в такси, просишь, а вы можете по этой дороге проехать? А какая разница? Да я хочу ехать по этой дороге. Я хочу посмотреть на это дерево, на это здание. Мне нравится эта дорога, она короче к дому моему. Вы что думаете, что это длиннее, что ли? Что я вас хочу катать по городу? Да, сука, я так и хочу думать. Клиент же всегда прав. Почему вы меня не повезете по этой дороге? Я хочу. Я же плачу. Пусть она будет длиннее, пусть она будет короче, но я прошу по этой дороге. Там асфальта нет. Ну купи, блядь, трактор и таксуй тогда на тракторе. Нахер ты сел на машину? Вот дорог нету нигде. Ни в Казахстане, ни в России. Вообще в подсоветском пространстве дорог нету. Я рекомендую пересесть на вертолеты, блядь. И летать. В общем, друзья, как вы видите, я очень устал. Меня очень достал. А все потому, что я 3-й год не был на море. Я не отдыхал уже 3-й год, друзья. Я очень хочу отдохнуть. Помогите мне, пожалуйста. Если вы каждый скинетесь по 1000 тенге, мне хватит на путевку. Я поеду на море, отдохну и буду добрый. Очень вкусно. Чувствуете? Мне легче стало, я высказался вам. Теперь я жду от вас поддержки. Ну, если я не прав, так и пишите. Почему бы и нет? Может быть, я не прав. Да, господи, наколоть помидорку не могу. Ну, почему же ты так вкусно придумал блюдо? Я не знаю. Как август наступил, погода начала портиться. Ну, не холодно пока, но погода портится. Дожди. Дожди. Забыл песню, какие-то там дожди. Ой, друзья, как это вкусно, боже мой. И хлебушек прям макай да макай. Вот все вымокай.
М. Обожаю. О! Все, друзья. Все очень было вкусно. Спасибо большое всем. Дайте проживать сначала. Ой. Спасибо большое всем, кто меня поддерживает с самого начала, особенно с этой операции. Я не устану вас благодарить, потому что ваша поддержка мне очень нужна, и очень много и рекомендаций, и советов приходит от вас. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что вы останетесь со мной, и это видео вас не напугает. Такого меня вы еще, наверное, не видели никогда. Но мы все люди, у нас у всех есть эмоции, и вот эти эмоции достигли своего эпопея, наверное. Я уже просто не знаю, как я буду жить дальше, если я не докажу свою правоту и не накажу того человека, который, ну, грубо говоря, изуродовал мое тело. Хорошо, хоть не убил. Поэтому, друзья, пишите в комментарии, что вы об этом все думаете. Просто слова поддержки, мне будет очень приятно знать, что вы со мной. Вы все со мной. Вот. На этом у меня все. Спасибо большое. Всем пока-пока. Пока.